Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео вот такой вот чертеж. Какая особенность или то, что отличает данный чертеж от моих предыдущих? То, что сегодня мы будем рассматривать оформление. То есть, как видите, здесь уже есть надпись, есть наименование. Потом поиграемся с масштабом, как видите, 1 к 2. Значит, разберем обозначение. Вот, например, вот это что такое, то вот это за знак. Вначале разберем следующие элементы, которые будем пользоваться, что и как откуда берутся. Как я заметил, такое мало кто делает. Значит, во-первых, что сделаем? Во-первых, я покажу масштаб. Значит, рамка у нас остается. Это ставим на потом. Значит, возьмем обычный отрезок. От балды 80, неважно. Как вы видите, один размер. Идем в новый вид, меняем его 1 к 2. Наводим сюда. Как видите, размер у нас, точнее масштаб автоматически у нас поменялся. Это первое. Второе. Берем вторую растение, вводим этот же размер. И примерно так же. Что же мы видим? Он уменьшился в 2 раза. Как вот мы видим, соответственно, 1 к 2. То есть это мы исходные данные делим на 2. 80 мы поделили на 2, получили 40. Потом еще, давайте авторазмер посмотрим. Вот тут у нас 80. Хорошо. Здесь у нас, соответственно, тоже 80. Но если именно как линейка мы увидим то, что 40. Чтобы вы имели в виду. Почему? То есть, или на что ориентируется, ориентируйтесь на это. Так, поскольку мы вот эти моменты уточнили, я думаю, можем перейти уже к другим. В виде 1 можем переименовать. Вид чертеж. Берем вспомогательную линию, словно как-то разделяем, размечаем и так далее. Потом, как я всегда говорю, начинаем делать с основы, по крайней мере в моих чертежах, которые я ранее вычерчивал. Можем автолинию использовать. Автолиния, вот, собственно, аннотация. Кому надо, прочтете. Низ, в моем случае 310. Вот, хорошо. Вот, собственно, если сейчас вот на чертеже вот это не особо заметно, вот эти 2 миллиметра, то на чертеже в компасе, да, это становится заметно.
Поскольку с этими объектами я буду мало взаимодействовать, поэтому я их не группирую, как я уже показывал в одном из своих предыдущих видео. Заштриховываю. И чтобы, скажем так, не сливалось у нас, это в эту сторону, да, это в эту. Одна штриховка идет у нас в одну сторону, другая, соответственно, в противоположную. То есть, допустим, если горизонтально я сейчас вычерчиваю под одним углом, то вертикальный под другим, чтобы не сливалось. Дальше, вот сейчас я могу продемонстрировать новый элемент. Таким элементом обозначают сварные швы. Это указание на то, что здесь работают сваркой. Ну а дальше там соответствующие размеры и все остальное. Таким образом мы показываем то, что здесь работают сварки. Дальше там размеры-то сейчас попозже проставим. И вот здесь у нас есть такой интересный момент. Это у нас такой характерный значок, который нам говорит о шероховатости. Тот, который мне нужен.
Да, несмотря на то, что здесь указано одно, по факту мы видим совсем другое, то, что размер не влазит. Может, конечно, еще поиграться с масштабом можно. Может, конечно, надо то что-то изменится. Но, как сказать, теперь опыт у нас есть какой-никакой. Так, тут теперь, да, заполняем надписи. Так, у нас должен быть учебный. Вот, собственно, чему мы в основном сегодня научились и узнали. То, что у нас есть, мы можем менять масштаб. То есть мы вводим вроде бы размер 310 миллиметров, делим на 2, то есть масштаб, это масштаб уменьшения, и получается вдвое меньше. Потом фаски, вроде до этого у нас, может, и были фаски тоже. Фаски, как бывает, точнее, через соответствующую функцию мы сделали фаски, обозначаются они вот так. Шероховатость для сварки мы узнали. Потом, собственно, как обозначается указание для сварки, тоже об этом узнали. Ну и еще вот данную фишку хотел еще сказать. То, что чтобы в будущем, вот особенно с такими размерами, диаметрами и радиусами, есть функция, но она что-то некорректно работает, что ли, еще что. В общем, через параметры, мне вот удобнее отсюда заходить, а так. Правка, ну, настройки, да, правка как бы. И смотрите, заходим в новый документ, то есть это получается при создании нового документа, да, когда мы именно работаем, он работает, называется параметризация нового документа, да, прям так получается, в моем случае по Compass 3D 20 версии, по крайней мере, я в других что-то смотрел, но там может чуть-чуть совсем по-другому, поэтому тут вопрос на внимание. Вот, получается, тут по умолчанию запретить все. Я просто вот эту галку снял, и получается, я вот могу сейчас, как сейчас, менять размеры. Мы, получается, просто сделали эскиз, круг, окружность. Я просто ввел это, сделал круг, вроде как эскиз. Иду в авторазмер, грубо говоря, подхватился. Хорошо. Смотрите, вот тут у меня уже всплыло соответствующее окно, где я могу писать вообще, допустим, 50. А для того, чтобы вот сделать мне то же самое, то есть я, получается, уже делаю не два действия, а одно действие. И просто, грубо говоря, скажем, геометрическую фигуру делаю и размер поставляю. И вот именно благодаря вот данной улучшению я уже не два дела действую, а одно дело действую. Такой вот снова лайфхак на минималках. По сути, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.